Софи, привет, как дела? Привет, Свеня! У меня все хорошо. А у тебя как дела? Что нового? Хорошо, спасибо. Нету нового, потому что есть изоляция и все закрыто. Ой-ой-ой. И что ты делаешь? Как ты работаешь? Твой офис открыт? Да, в Германии сначала ноября есть изоляция. И все магазины закрыты, кроме супермаркетов и фармаций. Да, я понимаю. Школы и детские сады, и рестораны, и гостиницы, и музеи, и спортзалы. Все закрыты, но фабрики и работа в офисе открыты. Я не запрещаю, что люди работают в офисе. Лучше, если люди работают дома. Si люди не хотят работать домой, он не могут, офисе открытый. И поэтому я должен работать в офисе только 1-2 раза в неделю работаю дома. Понятно. У тебя много работы? Много? Да, много, потому что мои коллеги, два мои коллеги, их есть дети, и детские сады закрыты, и поэтому она не могла работать, и поэтому я много работаю. Да. Работа трудно, очень трудно, потому что я работаю в офисе, и обычно я еду на велосипеде. Да. Сейчас погода холодная, и есть снег, и мороз. И я еду в метро, и в метро есть люди без маску, и иногда есть много людей в метро, и дорога 1 час, и поэтому это риски. Это очень рискованно, очень. Да. Нельзя, люди должны быть в маске. Это нехорошо. Да, отлично, правда. И тоже суды открыты. Нужно мы подожди в коридор, и есть много людей в коридор, и судебные процессы по видеоконференции запрещены, и поэтому я буду там лично. Да, я понимаю. Это логично, что запрещено. Сколько нужно долго ждать в коридоре? Долго? Много времени? Я не знаю, обычно нет.
но иногда да, потому что судебные процессы иногда больше, дольше дления. Они более длинные, да. Да, Более длинные, более долгие. ага, да. Сколько раз в неделю, сколько дней в неделю у тебя есть суды? Суд. Может быть, 2 раз. Да. Немного. Есть много раз я говорю с клиентами Мгм. по видеоконференции. И, и только иногда есть судебные процессы. Я понимаю, да. Но это очень тяжело, это много работы. И в офисе, и дома, и в суды. Ты очень занята. Да. У тебя нету времени. И это было стрессы, потому что это риск, есть риск, Да. и работает по видеоконференции очень Мгм. трудно. Очень трудно, если есть много людей в видеоконференции. Да. Это много людей на экране. Да, Мгм. да, и это трудно. Очень трудно говорить, потому что нет контакта с глазами. Их много. Да, Мгм. правда. И тоже обычно я говорю не только с робота. И Мгм. по видеоконференции все они говорят с робота профессионально Мгм. и не с погода. Ну да, конечно. Понятно, да. Это трудно. Мы с тобой разговариваем, у нас есть контакт, глаза, Ага, да, контакт. А когда много людей, это очень трудно. да, Очень трудно. да. И аудио квалите не хорошо обычно. Мгм, да, это всегда так. Мгм. Да. И это трудно. Я понимаю. Но ты работаешь видеоконференция все время. Я больше работаю не в Зуме, больше по скайпу. Ага, Я в скайпе больше работаю. ага, Ну и у меня нету, чтобы я говорила много людей. Всегда кто-то один. ага. Один студент. Поэтому это не так трудно, как у тебя. Да, правда. Я думаю, это хорошо. Si один человек, это хорошо. Это легко, это не трудно, А, конечно. Потому что есть личный контакт, личный контакт. Мгм. И это гораздо лучше. Я люблю, что я могу говорить с скайпа, с Мгм. человеком, вы старый друг, Ная. Да, И это хорошо. Ам, конечно. Например, мы говорим в скайпе, и это хорошо. И мы в разных местах, далеко А, друг от друга. да. Да. Мгм. Но с много людей это трудно. Это трудно, да. Ты сказала, что у вас холодная погода. Да, сейчас эм, дела 3 дня, дня Мгм. погода тепло и Ага. солнце, но раньше погода очень холодная. Раньше была очень холодная, а у нас 3 дня есть снег.
Ага. На севере, только на севере, да. Там, где я живу, там дожди, сильный дождь. А на севере и в Иерусалиме есть снег. Ага. Вау. Вот так, столько, Ага. несколько сантиметров. Но Вау. все равно, да, это для нас, вау, снег, Ага. конечно, Ты любишь снег? очень. Мгм. Я люблю снег, и я люблю, когда холодная погода. Не Ага. очень холодная, но холодная, потому что у нас здесь почти всегда очень жарко. Да, да. И я это не люблю. Это очень-очень тяжело. Зимой я люблю снег и холодно. Мгм. Но я не знаю. Обычно я люблю делать улица, будет улица и на велосипеде или гулять. Да, я понимаю. И если погода очень холодная, не могу. Я не могу. Ты сейчас занимаешься спортом или нет? Это проблема, потому что я работаю много Мгм. и все становится в свободное время Да. запрещено. Мгм. И обычно я занимаюсь спортом, самооборона, Мгм. 3 или 4 раза в неделю. Да, я вижу. Ага. Сейчас сначала не при запрещено. Да. И это проблема, потому что спортом очень важно. Да, конечно, очень важно. И есть много друзьями Мгм. и спортом очень хорошо против стресса. Конечно. Ой, И это очень долго. С начала ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Почти 4 месяца. да, и, и эм, раньше была привой изоляция Мгм. в марта, апрель и май. Мгм. Тоже. Эм, И, и что у вас с короной, что с ковидом? Как у вас дела? эм, wie спортом запрещены, и я делала спортом один раз, только в тренером, Мгм. без контакта. Без Да, контакта. понятно. Самооборона без Без контакта. контакта. Это немножко смешно. И хорошо. И ситуация корона в ноябре и декабре было очень много больных людей. Мгм. И сейчас есть мало людей больных, Меньше больных. Сейчас меньше, меньше меньше больных. больных, но и изоляция до марта, до 7 марта. Мгм. Но я думаю, что после изоляции будет продолжаться, потому что есть эта мутация. э, Мутация, да. Английская мутация. Мгм. И эм, поэтому
правительство хочет, что нету людей больных. Ну да, конечно. Только немного людей больных. И после мы можем открывать. Да, когда очень мало больных, можно уже начать все открывать. У вас есть вакцина? Есть в Берлине вакцина? Нет, это все люди расстроены, очень расстроены, потому что есть эта изоляция, отделение. Да. И правительство не купало прививку летом, но купала прививка осень. И правительство думали, что прививка слишком дорого. 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 Много денег. Ага, дорого. И только купала немного прививок. И тоже прививку Sanofi. Я не знаю, Sanofi. Это прививка вакцина французский, что не знает. Есть, говорят, что Pfizer это самое лучшее, и Moderna, но Pfizer дорогой, Moderna, а еще есть английская, AstraZeneca, что-то такое, да? AstraZeneca английский и Pfizer, BioNTech это немецкий. И не хватает прививку, и поэтому привой группе ссылает прививку, но это только люди очень старые. Да, конечно. Врач и медсестер в больнице. Ну да, конечно. Это логично. Старые люди... извини, да, говори. Я вижу, что я буду делать прививку в следующем году. В следующем году? Ого! Ну, это логично. Старые люди – это группа риска. Ага. А медсестры и врачи, они работают в госпиталях, они должны. А я уже сделала 2 прививки. Я знаю, это хорошо. Это очень хорошо. Я слышала, что в Израиле вакцина очень хорошо. Есть много людей с прививкой. Да. Во-первых, наше правительство купило Pfizer прививки и Moderna уже давно. Где-то в мае или в июне у нас уже были прививки. И уже почти 4 миллиона сделали 2 прививки. Это хорошо. В Германии, я не знаю, может быть, есть 2% с прививкой. А у нас всего примерно 9 миллионов. То есть это почти половина. Так что, но все равно я должна ходить с маской. Все равно. Пока еще с маской, но в воскресенье, послезавтра, у нас открывают
магазины, музеи, театры, стадионы, тренировочные залы. Так что посмотрим, как это будет. Это хорошо, очень хорошо. И ты будет делать, едет в музей и в Да, зале. И... я очень хочу, да, конечно. Я уже скучаю. Я не делаю спорт. Я лентяйка. Но Но ходить, да, можно пойти посмотреть фильм, пойти, да, это здорово, я довольна. Я тебе желаю тоже такого. я Чтоб... надеюсь, что я буду делать это немного времени. Да, быстро, скоро. Угу. Ага. Я тоже надеюсь, чтобы жизнь вернулась, чтобы жизнь была как раньше, как было до короны. Ходить, делать спорт, ходить в музеи, ходить в театры. И чтобы ты работала как обычно. И, и я хочу путешествовать. Путешествовать, да, конечно, конечно. Куда ты хочешь поехать? Но погода лучше, и сейчас я хочу гулять, и Угу. это хорошо. Да, я понимаю. Ты можешь навестить твоих папу с мамой? Ты можешь к ним поехать или нельзя? Изоляция. Я не видела родителей для один год, Ой. потому что родители живут в Гамбурге. Угу. Это и родители старые, не Да. очень старые, но старые и Угу. глубокие. И, я нету машина, Угу. и не метро, я не знаю слова, не метро, но Как железная дорога, поезд, да? ага, Когда много вагонов. ага, да, это. Похоже на трамвай, да? Ага. Угу. Это, Это, это угу. риски с Да. моими родителями. Угу. И это прививку. Ну да, конечно, понятно. Ой, ужас. Ты с ними разговариваешь по скайпу или по зуму? Да, по зуму. Да. Это ненормальная ситуация, да? Нет, Просто. нет, это очень, я не знаю, не хорошо, но мы должны подождать и Да. э, Нужно ждать и надеяться, да? да. Я надеюсь, что это скоро кончится, конечно. Ага. Ну, кто знает. Может быть, еще чуть-чуть, и все будет хорошо. Да. Да. София, мы Да. говорили 24 минуты. Что ты говоришь? Ого! Молодец, молодец. Отлично. Очень хорошо. Спасибо. Я очень рада. Не за что. Пожалуйста, пожалуйста. Очень хорошо. Молодец. Я рада, я тоже рада. Ну и отлично. Хорошего тебе воскресенья. Нет, завтра суббота. Хорошей субботы и воскресенья. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо.